Привет, ARMY. Возможно ли, что всего за несколько минут, ровно 23 минуты, которые показались секундами, но в то же время вечностью, простая фраза могла изменить эмоции ARMY по всему миру? Могли ли эти слова незаметно переписать смысл дружбы, размыть хрупкую грань между праздником и слезами и превратить день рождения Тэхёна в момент, который будет вспоминаться долгие годы дрожащими голосами и тяжелым сердцем? Этот вопрос возник не сразу. Он появился почти мгновенно, вместе с уведомлениями, загоревшими тысячи экранов по всему миру, телефонов, ноутбуков, планшетов, в момент, когда общественность еще не до конца поняла, что только что произошло. И все же, прежде чем логика успела подсказать, коллективный инстинкт ARMY уже все понял. Что-то было не так. Что-то более глубокое, чем обычные поздравления с днем рождения, только что вошло в общественное пространство благодаря словам Чингука. Не было никаких официальных заявлений. Никаких пресс-конференций. Никаких грандиозных сцен, сверкающих огнями, или драматических музыкальных вставок. Были только слова. И каким-то образом этих слов оказалось достаточно, чтобы потрясти миллионы сердец. Они звучали тихо, почти нежно, словно шепот, слишком искренний, чтобы его игнорировать, слишком эмоциональный, чтобы принять за формальность, и слишком личный, чтобы не заставить любого, кто их прочитал, замереть, затаив дыхание. На мгновение само время словно остановилось. Всего 23 минуты назад атмосфера среди фанатов BTS все еще пребывала в знакомом ритме. День рождения Тэхёна всегда был теплым и радостным событием. День, наполненный нежными сообщениями, общей ностальгией, красочными обработками фотографий, всплывающими старыми снимками и простыми фразами, хранящими годы дружбы и любви. ARMY хорошо знали этот ритм. Он был утешительным, предсказуемым, безопасным. Но на этот раз с самого начала что-то было иначе. Наступила странная тишина. Пауза длиннее обычного. Задержка казалась преднамеренной, словно что-то тщательно взвешивалось, собиралось воедино, переосмысливалось, возможно, даже с трудом, прежде чем наконец-то было выпущено. И тут, как раз когда у многих начали возникать вопросы, Чингук опубликовал свои слова. В тот же миг атмосфера изменилась. Не постепенно, не незаметно, а полностью. Что сделало эти слова такими особенными? Почему реакция ARMY вышла далеко за рамки улыбок и теплых ответов, превратившись в массовые слезы, затопившие социальные сети фразами вроде «я не готова», «это слишком больно» и «я плачу, не понимая почему»? Ответ не так прост, как сказать, что Чингук умеет красиво говорить. Произошедшее было гораздо сложнее. Гораздо эмоциональнее. И гораздо человечнее. Эти слова словно открылась дверь, о которой раньше только догадывались, которую представляли издалека, но никогда по-настоящему не видели. Дверь, ведущая во внутреннее пространство, которое оставалось в основном личным, несмотря на годы, проведенные на виду у публики. В своем послании Чингук говорил о Тэхёне не просто как о друге или коллеге по группе. Его тон нес в себе тяжесть долгого пути. Он намекал на раны, не всегда видимые, на смех, разделяемый в тихие моменты вдали от камер, и на бремя, понятное только тем, кто шел рядом с ним с самого начала. В нем чувствовалось тонкое осознание течения времени. Изменений. Роста. И того, как человек может продолжать двигаться вперед, никогда по-настоящему не отдаляясь. Для ARMY это было не просто поздравительное сообщение. Оно ощущалось как фрагмент гораздо большей истории, которую фанаты собирали по кусочкам годами, через интервью, взгляды, которыми обменивались на сцене, мимолетные моменты, запечатленные камерами, и молчание, которое говорило громче слов. Интересно, что Чингук не полагался на драматический язык или поэтическое преувеличение. Не было никаких грандиозных метафор. Никаких тщательно отшлифованных фраз, призванных произвести впечатление. Вместо этого все было просто. И именно эта простота позволила посланию проникнуть глубже. Он писал так, будто не было камер. Не было миллионов глаз, наблюдающих за ним.
как будто были только он и Тэхён. И, парадоксально, именно поэтому миллионы людей почувствовали себя вправе испытывать эмоции. Как будто Чингук, осознанно или нет, на мгновение приоткрыл завесу и показал, что за этой мировой иконой скрывается человек. Кто-то, кто все еще борется с тоской, благодарностью, неуверенностью и тихим страхом потери, который часто сопровождает глубокую связь. В течение нескольких минут ленты социальных сетей резко изменились. Хэштеги, связанные с Чингуком и Тэхёном, взлетели на вершину трендов во многих странах. Эмоциональные реакции распространялись быстрее, чем могли сформироваться рациональные объяснения. Многие AR/MY перечитывали эти слова снова и снова, каждый раз открывая для себя новые смысловые пласты, которые они упустили раньше. Некоторые замолчали, не в силах выразить словами. Эта реакция выявила нечто важное. Эмоциональная сила BTS. Это чувство исходит не только из их музыки. Оно также исходит из подлинности отношений между участниками, отношений, которые время от времени выходят на поверхность и напоминают миру, что то, что существует между ними, это реальность. Для самого Тэхёна его день рождения стал своего рода размышлением. Известный своей теплой улыбкой, игривым юмором и художественным самовыражением, на этот раз его реакция была более тихой, более глубокой. Не было драматических ответов. Не было длинных эмоциональных заявлений, призванных соответствовать накалу момента. И все же это молчание говорило о многом. Многим AR/MY казалось, что Тэхён переживает что-то глубоко личное, что-то, что не нужно было полностью выставлять на показ, чтобы понять. В более широком контексте этот момент возобновил дискуссии о динамике внутри BTS, особенно между Чингуком и Тэхёном. За эти годы их близость подчеркивалась, прославлялась, анализировалась, а порой и неправильно понималась. Но то, что произошло за эти 23 минуты, предложило более зрелую перспективу. Речь шла уже не о забавных взаимодействиях на развлекательных шоу или спонтанных моментах на сцене. Речь шла о двух людях, которые росли вместе под огромным давлением, познавая себя, находясь под постоянным наблюдением всего мира. С академической точки зрения, эмоциональная реакция AR/MY не менее увлекательна. Исследования фандома часто фокусируются на парасоциальных отношениях между айдолами и фанатами. Но этот момент продемонстрировал нечто большее. Он показал, как наблюдение за подлинными отношениями между самими айдолами может вызывать еще более сильные и личные эмоциональные реакции. Слова Чингука также заставили задуматься о самом времени. 23 минуты могут показаться незначительными, но эмоционально время никогда не воспринимается объективно. Для AR/MY эти минуты стали путешествием по воспоминаниям, старым песням, ранним выступлениям, трудным периодам и личным вехам, переплетенным с ростом BTS. Многие фанаты задумались о своей собственной жизни. Вспоминая, как BTS сопровождали их в подростковом возрасте, в трудностях, в неопределенности и в процессе роста. В этом смысле поздравительное сообщение перестало быть посвященным только Чингуку и Тэхёну. Оно стало зеркалом, отражающим связь между BTS и AR/MY. Также присутствовал неоспоримый элемент неожиданности. Чингук известен тем, что выражает эмоции через музыку и действия, а не через длинные письменные сообщения. Когда он решил высказаться открыто и прямо, это ощущалось как эмоциональный риск, открывающий пространство, которое ранее оставалось закрытым. И благодаря этому риску эффект многократно усилился. Со временем начали появляться многочисленные анализы. Международные СМИ, наблюдатели Закпоп и даже культурологи разбирали каждое предложение, каждый выбор слова, каждый эмоциональный подтекст. И все же среди всех интерпретаций одно оставалось неизменным. Этот момент казался редким, неповторимым, не сфабрикованным. Это не было частью рекламной стратегии, не пунктом в официальной повестке дня, а спонтанным выражением, которое случайно произошло на публике. Для AR/MY слезы, последовавшие за этим, были не признаком грусти, а катарсисом, выплеском эмпатии.
напоминанием о том, что связь, настоящая, человеческая связь, все еще существует под слоями славы и показной игры. После того, как первоначальная волна эмоций утихла, наступила более тихая фаза. Фанаты начали глубже размышлять. Обсуждения сместились в сторону уязвимости, психического здоровья, эмоциональной честности и смелости, необходимой для открытого выражения чувств в мире, который часто этому препятствует. В контексте дня рождения Тэхёна слова Чингука изменили само значение праздника. Дни рождения перестали быть просто временем старения. Они стали посвящены чествованию пройденного пути, признанию трудностей, признанию отношений, которые сохраняются, несмотря на перемены. Прошло уже более 23 минут. И все же эхо этих слов продолжает звучать. Социальные сети по-прежнему полны размышлений, интерпретаций и эмоциональных воспоминаний. То, что начиналось как короткое сообщение, превратилось в один из самых запоминающихся эмоциональных моментов в публичной истории BTS. Означает ли это поворотный момент в самовыражении Чингука, или же это останется уникальным событием, запомнившимся своей неповторимостью, остается открытым вопросом. Но одна истина ясна. Эти слова вышли за рамки своего первоначального предназначения. Они стали коллективным эмоциональным событием. В быстро меняющемся и зачастую поверхностном мире этот момент напоминает нам, что слова все еще обладают силой останавливать время, трогать сердце и объединять миллионы. Не потому, что они стремятся изменить все, а потому, что честность, сказанная в нужный момент, иногда это делает.